Спасибо всем, кто пришел. Меня зовут Алан Рубин из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и сегодня я буду говорить о каменных железных метеоритах. Поехали! У нас есть примитивные или недифференцированные метеориты, подобные этому H-хондриту Фоссет. Здесь на его срезе видны, что зерна металла и силикатов смешаны вместе. По цвету металлические зерна белые, а силикатные зерна представлены темным материалом. Здесь мы можем увидеть, что металл и силикаты распределены более-менее однородно. Это недифференцированный хондритовый метеорит. Это примитивное вещество. Именно в таком виде метеориты находятся в своем первоначальном первозданном состоянии. Если мы представим астероид в виде схемы, то хондритовый нерасплавленный недифференцированный астероид будет выглядеть так. Металлические зерна, обозначенные здесь белыми пятиугольниками, будут более-менее однородно распределены в его теле. Но если расплавить примитивные хондриты, то образуются две несмешивающиеся жидкости. Металлическая жидкость намного плотнее силикатной жидкости, поэтому металлическая жидкость опустится к центру гравитации тела и сформирует металлическое ядро. Силикатная жидкость, напротив, поднимется к поверхности и в конце концов кристаллизуется в силикатную мантию и силикатную кору. Это поведение очень похоже на масло и воду, как мы видим здесь внизу слева. Масло и вода несмесимы, они не растворяются друг в друге. Масло менее плотное, чем вода. И когда у нас такая смесь достигнет равновесия, то масло полностью всплывет к поверхности жидкости и образует сверху пленку над водой. Метеоритное вещество, которое прошло плавление в недрах своих родительских тел, претерпело разделение на металл и силикаты. Металл опускался к центру, а силикаты всплывали к поверхности. Из-за такой образованной расслоенности эти горные породы называются дифференцированными. В этих телах метеоритное каменное вещество, которое продифференцировало, представлено ахондритами. Их название означает, что они не содержат хондр. И как пример, справа внизу показан дифференцированный каменный метеорит, в котором нет намеков на присутствие хондр. Дифференцированные метеориты представлены тремя каменными разновидностями, и в основном они представляют собой базальты. Базальты представляют коры расплавленных и продифференцировавших тел. Железное вещество в основном состоит из сплавов никеля и железа. Большинство из них имеют видманштетовую структуру, образованную при охлаждении при температуре ниже солидуса. И большинство железных метеоритов представляют собой фрагменты ядер дифференцированных астероидов. Наконец, перейдем к основной теме этого доклада. У нас есть железокаменные метеориты, состоящие из смеси металлического никелистого железа и силикатных пород. Существуют две основные группы железокаменных метеоритов – полоситы и мезосидериты. При дифференциации планетиземали или астероида образуются капли расплава, как видим здесь слева. И по мере того, как астероид продолжает плавиться, металлический расплав будет скапливаться в гравитационном центре тела и образовывать ядро, а силикатный расплав будет кристаллизоваться и образовывать кору и мантию. К первому типу дифференцированного вещества относится каменное вещество с магматической структурой. Оно образовалось в результате кристаллизации магматических расплавов. Базальты, например, эвкриты, сформировались в коре тела. Диогениты – еще один представитель дифференцированного каменного вещества метеоритов. Это вещество образовано в верхней мантии. Перед нами эвкрит Милбелли из Австралии. А это фазовая диаграмма железа и никеля. В самом верху L обозначает расплав металла, существующий при очень высоких температурах. При охлаждении начинается кристаллизация. В самом начале при еще высоких температурах образуется гамма-фаза металла или тенит. Ниже мы проходим температуру сольвуса, при которой металл тенит начинает быстро обогащаться никелем за счет выделения менее никелистой альфа-фазы, известной как камасит. С этого момента тенит будет кристаллизоваться вместе с камаситом, обогащаясь никелем. Поскольку все больше и больше низконикелистого камасита уходит из исходного тенитового состава. И у нас образуется видманштетовая структура, представленная здесь. По сути, это субсолидусное прорастание двух фаз никелистого железа. Низконикелистого камасита и высоконикелистого тенита. Зерна камасита растут параллельно 4 граням октаэдра в пределах родительского кристалла тенита. И если мы разрежем грани октаэдра под разными углами, то получим разные видманштетовые узоры. Вот изображение железного метеорита Хенбери 3AB. Железные метеориты разделяются на отдельные химические группы.
Каждой группе соответствует какой-то отдельный родительский астероид. Группы разделяются между собой по общему химическому составу. Если мы взглянем на диаграмму соотношения кобальта к золоту, то увидим различные группы, обозначенные римскими цифрами и одной или парой букв. Например, группа 2F или 3AD. Мы видим, что эти составы формируют линейные скопления точек, что указывает на фракционную кристаллизацию в металлическом ядре. Если у нас есть дифференцированное тело, такое как Веста, которое является вторым по величине астероидом, то его разрез будет выглядеть примерно так. Эвкритовое вещество будет соответствовать коре. По сути, это базальты. Диогениты – магматические метеориты, богатые ортопироксеном. Они представляют верхнюю мантию астероида. Гавардиты представляют собой механическую смесь вещества эвкритов и диогенитов. Эти три группы – гавардиты, эвкриты и диогениты – образуют клан хэт-метеоритов. У нас также могут быть некоторые железные метеориты, которые представляют железное ядро дифференцированного тела. Считается, что железные метеориты типа 3AB представляют вещество ядра Веста подобного астероида. А в пограничной зоне ядра и мантии сосуществуют фрагменты как верхнего ядра в виде металла, так и нижней мантии в виде вещества, богатого оливином. И в ней формируются полоситы. Как полагают, их происхождение связано с границей ядра и мантии, дифференцированного Веста подобного тела. И основным механизмом попадания всех этих метеоритов, включая магматические, железные полоситы в межпланетное пространство, является разрушение родительского тела при серьезном столкновении. Итак, перед нами дифференцированное тело. Железо находится посередине. Полоситы находятся здесь, на границе ядра и мантии. И крупный ударник разбивает это тело. И в результате удара все эти разные обломки тела, такие как каменный материал, полоситовый материал и железный материал, запускаются в межпланетное пространство. Полоситы, как я уже говорил, представляют собой образцы вещества с границы ядра и мантии дифференцированных астероидов. На этой диаграмме слева весь металл погрузился в центр тела, и там у нас расплавленный железоникелевый материал. А сверху у нас образовалась мантия, обогащенная оливином, которая начала кристаллизоваться и затвердевать. Но при этом она подверглась последующим ударам. И далее справа у нас есть частично затвердевшее ядро. А на границе железоникелевого ядра и мантии образуется смесь вещества нижней мантии и верхнего ядра. Здесь формируются полоситы. Полоситы, как мы видим здесь, представляют собой смесь оливина и металла. Оливин здесь представлен зеленым желто-коричневым силикатным материалом, а металл в виде белого или светло-серого материала. Поэтому полоситы – это по сути такая смесь. Полоситы можно разделить на группы. Полоситы основной группы, сокращенно PMG, составляют около 82% всех известных полоситов. Выделяется также группа полоситов Eagle Station, сокращенно PES. К ним относятся около 7% известных полоситов. Также есть несгруппированные полоситы, которые составляют оставшиеся 11%. Особого внимания заслуживают некоторые из несгруппированных полоситов, такие как вермиллион и ямато-8451. Эти особые полоситы обычно называются пироксеновыми полоситами из-за того, что они богаты ортопироксеном. Вот пример полосита основной группы PMG, это эмилак. А это Красноярск или Палласово железо. Это первый обнаруженный и описанный полосит. Первый общепризнанный полосит. Он сильно выветрен. Метеорит был обнаружен в Сибири в 1749 году. Его общий вес составляет около 700 килограммов, и его исследовал Петр Симон Паллас. В 1772 году Паллас обратил внимание на этот камень, который принял за железную руду. Затем этот камень в конце концов переправили в Санкт-Петербург через Красноярск. Рассмотрим основную группу полоситов PMG. Сейчас речь пойдет о них. Хотя часто говорят, что полоситы состоят наполовину из металла и наполовину из оливина. Фактическое модальное содержание оливина в различных образцах полоситов основной группы варьируется от примерно 35 до 85 весовых процентов, но в среднем составляет примерно 50%. Зерна оливина представлены как в виде отдельных кристаллов, так и фрагментами кристаллов, размером от примерно миллиметра до примерно 3 сантиметров. Оливины также встречаются как составные части от почти округлых до почти угловатых поликристаллических агрегатов, которые могут достигать по размеру до 30 сантиметров. Это фотография Фуканга. Это очень крупный полосит. Мы можем различить металл, представляющий собой белое вещество,
обрамляющая зерна оливина. Оливин представлен как в виде отдельных кристаллов, так и в виде отдельных фрагментов кристаллов, а также и в виде довольно заметных агрегатов. Крупные агрегаты оливина представляют собой умеренно незатронутые фрагменты нижней мантии астероидов. А это фрагмент Симчана. И здесь мы видим, что есть довольно крупные, свободные от оливина металлические участки, а также и фрагменты, которые сильно обогащены оливином с небольшой добавкой металла. Некоторые из полоситов основной группы и аномальные полоситы основной группы содержат крупные участки, лишенные оливина. Их размер составляет до 7 см в эскеле, до 20 см в бренхаме и до 30-40 см в симчане. Такие крупные чисто металлические области характеризуются видманштетовой структурой и практически не содержат оливина. Вот самый большой кусок симчана. В нем, как мы видим, практически отсутствует оливин в средней части, но заметное количество оливина сверху слева и справа внизу. Здесь из симчана изготовили две сферы. Если правая сфера выглядит как обычный полосит со смесью оливина и металла, то в левой сфере отсутствует оливин, и она выглядит как типичный железный метеорит с видманштетовой структурой. Внутри бренхама можно также обнаружить очень крупные участки, свободные от оливина. Большинство полоситов имеют угловатые зерна оливина. У таких полоситов, как эскель, симчан, адмайр, хакеты и милак. У меньшинства полоситов скорее округлые зерна оливина. У таких полоситов, как Спрингуотер, Тиль Маунтинс, Бренхам, Красноярск. Перед нами эскель – это типичный полосит с угловатыми зернами оливина, его осколками и обломками. А если мы глянем на Спрингуотер, то у него оливиновые зерна округлые. Вот увеличенное изображение Спрингуотера, и вы можете заметить в нем множество зерен оливина. И они практически все округлые. Округлые зерна оливина, вероятно, образовались при отжиге за счет каких-то ранних зерен. Эд Скотт в 1977 году составил такую схему. Его идея заключалась в том, что исходно у всех полоситов были угловатые зерна, как на верхнем изображении. А затем в процессе отжига, при котором поверхностная энергия уменьшается, зерна начинают округляться. И внизу отображена эта ситуация. Это Бренхам. Это его основная масса – 635-килограммовый камень. С его находчиком Стивом Арнольдом. Бренхам также был изображен на этой монете номиналом в $5 с островов Кука с изображением королевы Елизаветы. На версии монеты внизу настоящий кусочек Бренхама, а также изображены летящий болид, луна и звезды. Перейдем к группе полоситов Eagle Station, сокращенно PES. Сейчас в этой группе 5 метеоритов. Ее традиционными представителями являются Cold Bay, Eagle Station и Цависис, и труднопроизносимые Караванная и Уэтбурдим 001. У полоситов и Eagle Station такая же структура, как у полоситов основной группы. Они в основном сложены оливином, заключенным в металлическую железоникелевую матрицу. Зерна оливина в этих полоситах угловатые. Они, как правило, трещиноватые и размером менее 1 см. Если мы посмотрим на диаграмму соотношения изотопов хрома и изотопов кислорода, то увидим, что материалы Солнечной системы разделяются на две разные группы. Это было показано Полом Уорреном несколько лет назад. И полоситы Eagle Station попадают в поле углистых хондритов вверху слева. И поэтому это углистое вещество. Большая же часть остальной Солнечной системы относится к безуглистому веществу. Сюда входят Земля, Луна, Марс, метеориты Хэт, мезосидериты и полоситы основной группы. Полоситы Eagle Station сильно отличаются от полоситов основной группы. Они происходят из разных участков Солнечной системы, и очевидно, что у них разные родительские тела. На стандартной диаграмме по изотопам кислорода мы можем видеть, что полоситы основной группы PMG, обозначенные синим цветом, находятся чуть ниже линии земного фракционирования, а полоситы Eagle Station PES, красный цвет, располагаются очень близко к линии безводных минералов углистых хондритов. Это указывает на их связь с углистыми хондритами, тогда как полоситы основной группы связаны с безуглистым веществом. Минералы полоситов Eagle Station более окислены по сравнению с соответствующими фазами в полоситах основной группы. Например, оливины полоситов Eagle Station имеют гораздо более высокое содержание железа. В среднем содержание в них фаэлита около 20,
тогда как в полоситах основной группы в среднем содержание фаэлита около 12. У них также различное соотношение железа и марганца. Соотношение железа и марганца в полоситах Eagle Station составляет 104. Соотношение железа и марганца в полоситах основной группы колеблется примерно от 35 до 60. Это заметное отличие. Вот пара фотографий полосита Eagle Station. Это Cold Bay. А это Ицависис. Полоситов основной группы примерно в 12 раз больше, чем полоситов Eagle Station. Небольшая доля полоситов группы Eagle Station, вероятно, частично, а возможно и в значительной степени, обусловлена относительно высокими окислительными условиями на их родительском теле. Другими словами, если большая часть железа будет окислена в виде оксида железа, то такая форма будет предпочитать нахождение в составе силикатов, а не в виде восстановленной формы в виде металла. Таким образом, после плавления и дифференциации такой окисленный астероид, вероятно, имел довольно маленькое железное ядро. И это ядро было окружено узкой сферической оболочкой из смешанного оливин-металлического вещества, по сути полоситового вещества. Давайте посмотрим на эту схему. Слева показано, как может выглядеть родительский астероид для полоситов главной группы PMG, а справа тело для полоситов Eagle Station PES, при условии, что их размер примерно одинаковый. Родительский астероид полоситов главной группы PMG будет иметь большое металлическое ядро, довольно толстый пограничный слой между ядром и мантией. И здесь большая часть железа не будет в окисленном состоянии. Наоборот, оно будет в восстановленном состоянии, что дает нам более крупное металлическое ядро. Но в родительском астероиде полоситов Eagle Station железо окисляется намного больше. Таким образом, доля силикатов в родительском астероиде PES будет выше, а металлическое ядро будет меньше. И сферическая оболочка переходного слоя между ядром и мантией будет заметно меньше. Соответственно, если будет меньше пироксена, то будет меньше и вещества полоситов Eagle Station. И это, возможно, частично объясняет тот факт, что полоситов Eagle Station гораздо меньше, чем полоситов главной группы. Теперь перейдем к пироксеновым полоситам. Это еще не четко выделенная группа пироксеновых полоситов. Изначально она образована из метеоритов Вермиллион и Ямато-8451. Вермиллион содержит около 5 объемных процентов пироксена, в то время как полоситы основной группы содержат гораздо меньше пироксена, менее 1 объемного процента. Вермиллион и Ямато-8451 имеют почти идентичный изотопный состав кислорода, который заметно отличается от полоситов основной группы и от полоситов Eagle Station. Они явно представляют другое тело. Перед нами Вермиллион, один из пироксеновых полоситов. И мы можем видеть здесь на диаграмме соотношение изотопов кислорода пироксеновые полоситы, обозначенные красными треугольниками. Видно, что у них изотопный состав кислорода сильно отличается от изотопного состава полоситов основной группы. Это синие кружки, которые, как мы видим, очень похожи на хэт-метеориты. Окей, теперь перейдем к мезосидеритам. Мезосидериты представляют собой таинственную группу железокаменных брекчей. В среднем около 50 массовых процентов в них занимают металлическое никелистое железо, троилит и шрейберзит. Но фактически диапазон содержания металла варьирует примерно от 18 до 90%, а троилита от примерно 0,6% до 14 массовых процентов, плюс совсем немного шрейберзита. Кроме того, в этих мезосидеритах содержится около 50 массовых процентов силикатов. Но сам диапазон содержания силикатов составляет от 28 до 88%. Силикатные фазы включают ортопироксен, плагиоклаз и незначительное количество кальциевого пироксена, оливина и тридимита, а также небольшие количества или следы мирилита, хромита и ильменита. По составу различают 3 класса мезосидеритов. Мезосидериты класса А относительно богаты плагиоклазом и кальциевым пироксеном. Эти образцы содержат около 55 объемных процентов пироксена, 29 объемных процентов плагиоклаза и 6 объемных процентов тридимита. Мезосидериты класса B по составу более ультраосновные. Они относительно обогащены ортопироксеном. В среднем мезосидериты класса B содержат около 76 объемных процентов ортопироксена, что намного больше, чем в классе A. В среднем они содержат 17% плагиоклаза, что гораздо меньше, чем в классе А, и около 2% тридимита, что опять же примерно в 3 раза меньше, чем в классе А. Третий класс мезосидеритов – это класс С. Он представлен только одним метеоритом Реклинг Пик 79015, в котором очень много ортопироксена. Один из его участков, обогащенный силикатами, содержит 67 объемных процентов ортопироксена
и только 0,2% кремнезема. И он не содержит плагиоклаз и оливин. Различают 4 структурных типа мезосидеритов. В первом типе отсутствуют признаки перекристаллизации. Это мелкозернистые малораскристаллизованные породы. У них катакластическая структура с едва различимыми зернами размером до нескольких микрон. Встречаются угловатые зерна и фрагменты зерен, которые легко распознаются. Мезосидериты второго типа более раскристаллизованы, хотя в них все же распознается катакластическая структура. Но в них матрица более крупнозернистая, в основном размер зерен более 10 микрон. И только более крупные кластеры или угловатые более мелкие кластеры были структурно интегрированы в матрицу во время теплового метаморфизма отжига. Мезосидериты третьего типа имеют сильно перекристаллизованные плагиоклазовые пайкелитовые структуры. В них присутствуют крупные зерна плагиоклаза размером до нескольких миллиметров. В эти ойкокристаллы включены зерна ортопироксена, от округлых до идиоморфных и с размером около 100 микрон. Мезосидериты типа 4 испытали частичное плавление, и они описываются как брекчие расплава. У них долеритовая или интергранулярная структура, состоящие из зерен ортопироксена, окруженных лейстами плагиоклаза. Весьма похоже, что при переходе от первого через все типы до четвертого типа происходит увеличение теплового воздействия, вероятно связанного с ударной обработкой. Перед нами пример мезосидерита. Это Хайнхольц. Тип А4. Класс А указывает нам о присутствующем некотором количестве ортопироксена и плагиоклаза в его составе. А тип 4 означает, что он подвергся воздействию ударного нагрева. В нем посередине большое металлическое включение. Оно возникает из-за того, что часть металла при нагреве плавится, а затем сливается в единую каплю. А это Краб Орчард. По классификации это А1. Класс А указывает на ортопироксен и плагиоклаз. А тип 1 означает, что он не был перекристаллизован, то есть он не был метаморфизован и не подвергся заметному ударному плавлению. Перед нами НВА-8402, мезосидерит типа А3. Давайте посмотрим на изотопную диаграмму кислорода. Здесь эвкриты обозначены кружками, а мезосидериты в виде красных треугольников, которые, как вы можете видеть, лежат среди составов хэт-метеоритов. Основная группа полоситов обозначена квадратиками, а железные метеориты типа 3AB в виде пустых треугольников. И мы можем видеть, что все эти точки образуют единую прямую линию фракционирования. И это указывает на то, что все они имеют одинаковое соотношение изотопного состава кислорода. Тонкозернистые силикаты в мезосидеритах смешаны с металлом и троилитом. Также они иногда образуют класты и включения размером от примерно миллиметра, иногда даже меньше, до примерно 12 сантиметров. Большинство обломков представлены базальтами, габро, ортопироксенитами или ударными расплавами. Также в некоторых мезосидеритах присутствуют дунитовые и анартозитовые класты. Мы вернемся к ним через некоторое время. Здесь перед нами мезосидерит НВА-2932. У него есть несколько крупных металлических включений или нодулей, а за их пределами в основной массе мы видим, что идет некоторое разделение или сегрегация металла и силикатов. А здесь перед нами Рёклинг Пик 79015. Это единственный представитель мезосидеритов класса С. Его иногда относят к аномальным. Он, безусловно, имеет свою своеобразную структуру, вероятно, связанную с ударным плавлением. А это Вака Муэрта. Это мезосидерит типа А1. Индекс 1 указывает, что его вещество практически не подверглось ударному плавлению. Он характеризуется катакластической структурой. Металл и силикаты в нем очень хорошо перемешаны. В его структуре хорошо выделяются несколько отдельных кластов. А это еще маленький кусочек Ваки Муэрты. А здесь перед нами эстервиль. Это тоже класс А, как и Вака Муэрта. Однако это структурный тип А3-4, что указывает, что его вещество подверглось заметному ударному плавлению. Здесь слева увеличенное фото эстервиля в отраженном свете, а справа в проходящем свете. Мы можем видеть большие стяжения металла белого цвета, которые слились в такие причудливые формы, окружив некоторые силикатные фрагменты. У силикатов тоже изрезанные края, что указывает на какое-то их плавление. А в матрице совсем не так много мелких металлических зерен, потому что металл как бы вытянут оттуда в стяжение. И опять же этот эффект связывают с процессами ударного плавления. Вот еще один фрагмент эстервиля с образованным крупным стяжением или нодулем металла. Из-за того, что металл формирует такие крупные стяжения, как справа, в левой части металла очень мало. А это чингуэти, мезосидерит типа B1. А здесь слева Минси, тип B4, и справа Бандок, еще один мезосидерит B4. В Бандоке мы видим крупные металлические стяжения. У Минси тоже есть округлое стяжение в нижней правой части.
Крупные класты мезосидеритов можно разделить на 8 типов. Различают полигенные и моногенные кумулаты, которые составляют 39% всех кластов. По сути, это крупнозернистые габра, сильно объединенные несовместимыми элементами. У одного такого округлого класта в Ваке-Муэрте зафиксировано сверхвысокое значение отношения самария к неодиму, нормализованного по H-хондриту, которое составляет 251. Это самое высокое соотношение среди всех известных горных пород Солнечной системы. Второй по распространению категорией обломков являются полигенные базальты. Это более мелкозернистые породы. Они составляют около 30% от всех крупных кластов в мезосидеритах. Выделяются класты с закалочной структурой, которые напоминают ударно-расплавленные эвкриты. Их 5%. По сути, это ударные расплавы, которые очень быстро остыли. Выделяются класты с закалочной структурой, напоминающие ударно-расплавленные эвкритовые кумулаты. Их 2%. Выделяются класты моногенных базальтов, напоминающие базальтовые эвкриты, они мало отличимы от вещества эвкритовых метеоритов. Их 11%. Встречаются также класты ультраосновных кумулятивных пород, сложенные крупными кристаллами ортопироксена. Они напоминают диагениты. Их 9%. Есть класты ультраосновных кумулятивных пород, состоящие из крупных кристаллов оливина. По сути, это дуниты. Их 4%. В частности, в мезосидерите Маунт-Пэтбери некоторые из таких кристаллов оливина в размере достигают 10 см. И наименее распространенными из этих обломков являются анартозитовые класты, которые имеют диаметр в несколько миллиметров. Их менее 1%. А здесь показано округлое включение в Ваке-Муэрте. На этом срезе вы можете увидеть внизу нормальную мезосидеритовую матрицу с перемешанными металлом и силикатами. Однако в самом силикатном включении практически отсутствует металл. Теперь я хочу немного поговорить о поведении совместимых и несовместимых элементов во время кристаллизации. Здесь показан схематический разрез кристалла оливина, который окружен магматическим расплавом. Совместимые элементы – это те элементы, которые имеют тенденцию встраиваться в кристалл во время кристаллизации из расплава. Несовместимые элементы, наоборот, стремятся не встраиваться в кристаллы, отсюда и название, и они стремятся оставаться в расплаве. При кристаллизации оливина магний имеет тенденцию встраиваться в кристалл, в то время как железо, кремний, кальций и алюминий предпочитают оставаться в расплаве. Поэтому при начале кристаллизации из жидкости в зародыше кристалла мы получаем оливин с содержанием форстерита в 85 мольных процентов. Например, в этом случае в середине много магния, который сначала кристаллизуется первым. Но при этом увеличивается концентрация железа в окружающем расплаве, и поэтому следующий формирующийся слой оливина формируется из расплава более обогащенного железом. Таким образом, содержание форстерита снижается с 85 до 80, затем до 75 и, наконец, до форстерита 68. Тот факт, что далее у границы зерна содержание форстерита вновь растет, вероятно, означает, что это зерно попало в другую магматическую жидкость. Давайте теперь посмотрим на редкоземельные элементы. Редкоземельные элементы относятся к несовместимым, они плохо встраиваются в структуру кристалла. В расплаве накапливаются несовместимые элементы, включая редкоземельные элементы. Таким образом, кумулятивный материал, как здесь внизу, содержит очень мало несовместимых элементов. Несовместимые элементы остаются в жидкости, это вещество приурочено к центру камеры. Кумулятивный же слой будет содержать очень мало несовместимых элементов, очень мало редкоземельных элементов. Исключение составляет только европий. Редкоземельные элементы обычно трехвалентные остаются в жидкости. Однако у европия валентность +2. Он может заменять кальций в плагиоклазе. Поэтому европий совместим с плагиоклазом и уходит в его кристаллы. То есть если кумулятивный материал содержит плагиоклаз, то он не будет объединен европием. Если мы посмотрим на содержание редкоземельных элементов в таких силикатных включениях в Ваке-Муэрте, мы увидим, что часть из них похожа на эвкриты. Это те, что наверху, с относительно ровным рисунком распределения редкоземельных элементов, как в эвкритах. Одно из включений Ваке-Муэрте похоже на эвкритовый кумулат. И распределение не такое плоское. Это включение несколько объединено легкими редкоземельными элементами, такими как лантан, церий, неодим и самарий. У этого включения достаточно четкая положительная аномалия по европию. Таким образом, в этом включении высокое соотношение европия к самарию. Но мы также обнаружили аномальные класты, которые чрезвычайно объединены редкоземельными элементами. В них крайне мало редкоземельных элементов. На самом деле мы даже не смогли измерить в них легкие лантан, самарий и неодим. В них очень низкое содержание самария, поэтому их вещество рассматривается как сходное со сверхкумулятивными эвкритами. Содержание несовместимых легких редкоземельных элементов сильно продавлено вниз.
Возможно, эти включения образовались из ударного расплава предыдущего вещества кумулятивных эвкритов. И затем из этого вещества образовался еще один кумулат. Таким образом, содержание редкоземельных элементов в этих кластах очень низкое. Однако, поскольку европий не является несовместимым, он сохранился в кристаллах плагиоклаза. Таким образом, мы получили чрезвычайно высокое отношение европия к самарию. Это самое высокое значение среди всех пород Солнечной системы. Вот крупный диагенитовый класт в мезосидерите Эмери. Класт сильно обогащен ортопироксеном. А это Маунт Пэтбери, мезосидерит типа А1. И в нем вы видите крупный обломок оливина. Маунт Пэтбери содержит оливиновые класты размером до 10 сантиметров. В 1981 году Фрэнк Хайт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, UCLA, обнаружил мелкие фрагменты аномального среднебедненного мезосидерита, названного эльтонин. Он обнаружен в кернах глубоководного подводного бурения позднеплеоценовых отложений в море Беллинсгаузена. Это к западу от Антарктического полуострова. Возраст этого субстрата около 2,15 миллиона лет. Фрэнк набрал примерно 1,7 грамма неповрежденных фрагментов мезосидерита. Кроме этих фрагментов мезосидерита, там были обнаружены частицы вспененного ударного расплава. Фрэнк Хайт рассчитал, что ударник эльтонина содержал всего около 4 весовых процентов металлического никелистого железа. Перед нами микроизображение эльтонина, здесь масштаб 500 микрон. Дальнейшая работа показала, что выбросы этого ударного события образовали по крайней мере 3 разных ядра влетевшего метеора, которые были разнесены на расстоянии более 500 километров друг от друга. Широкое рассеивание выброшенного материала указывает на довольно крупный ударник, по оценкам от 1 до 2 километров в диаметре. Окей. Несколько лет назад, в 1990 году, Хасанзадех из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировал в мезосидеритах множество различных металлических нодулей. Он показал, что почти все они сходны с металлом H-хондритов и железных ядер типа 3AB. Металлические нодули настолько похожи друг на друга, что можно предположить, что их происхождение не связано с отделившимся частично раскристаллизованным металлическим ядром. Их формирование связывают с ядром, которое было в значительной степени расплавлено. Металл ядра не претерпел значительной фракционной кристаллизации, поскольку он был в значительной степени еще расплавлен. Таким образом, мы можем сделать некоторое ограничение на происхождение мезосидеритов. В мезосидеритах мало оливина, что указывает на отсутствие большей части мантийного материала родительского астероида. Сгустки металла в большинстве мезосидеритов соединены друг с другом в 3 измерениях. Металл имеет ограниченный диапазон составов. Все это указывает на то, что металл по большей мере или полностью был расплавлен, когда он перемешивался с базальтовым веществом. У металла соотношение сидерофильных элементов близки к хондритовым, что может указывать на то, что металл не успел подвергнуться обширной фракционной кристаллизации в охлаждающемся ядре. А это опять указывает на то, что он находился в значительной степени в расплавленном состоянии перед перемешиванием с базальтовым веществом. В 1983 году Роджер Хьюинс обобщил различные модели происхождения мезосидеритов. Большинство из них довольно плохие. Первое, что я буду обсуждать, это зарождение базальтовой коры и ее погружение сквозь расплавленную мантию, где ее фрагменты осаждались на границе ядром. Можно отметить преимущество этой модели. Вы получаете базальт в коре. У нас есть жидкое железное ядро в самом низу. Таким образом, мы можем разрушить и погрузить базальтовую кору в железное ядро. И там мы можем перемешать их вещество. Нам надо просто избавиться от оливина каким-то последующим ударом. Проблема в том, что жидкая мантия будет иметь температуру плавления заметно выше, чем погружающиеся фрагменты базальтовой коры. А это приведет к расплавлению этих глыб тонущего базальта. Так что с этой моделью есть трудности. Бен Пауэлл в 1971 году предположил, что могла иметь место приповерхностная сегрегация металлических и силикатных расплавов, за которой последовало обширное брикчирование и глубокое захоронение продуктов этих расплавов. Проблема в этой модели заключается в том, почему же металл не опустился к ядру, если он плавился, и почему же так мало оливина. Предложенные другие модели. Это тоже от Пауэлла. Здесь представлены 3 модели происхождения мезосидеритов. Слева у нас образуется крупный кратер, но он, по словам автора, не смог бы извлечь металл из железного ядра без разрушения всего тела. Поэтому привнос металла в выбросы должен был исходить из ударника. По центру в результате столкновения с крупным телом происходит сначала глобальная дезинтеграция исходного дифференцированного тела, а затем его пересборка. И таким образом железное вещество ядра перемешивается с силикатами и образуются железокаменные брекчии. Но опять же в этой модели потерян оливиновый материал.
А справа показана ситуация кратерообразования на обломке астероида. В результате мощного столкновения, вероятно, исходный астероид расколот на крупные части, и это один из его обломков. Но опять же, эта модель не объясняет, почему так мало оливина. И это нерешенная проблема во всех этих моделях. Для объяснения образования мезосидеритов Джерри Делани в 1983 году предложил две модели. Слева во время формирования ядра расплав металла из ядра турбулентно смешивался с коровым материалом, неким образом оставляя оливиновую мантию за собой. Это кажется маловероятным. А непосредственно перед формированием ядра у нас произошло образование гигантского ударного бассейна, который извлек железокаменный материал с глубины близкой к границе ядра, сформировав выбросы из железокаменных брекчей. Опять же возникает проблема, почему так мало оливина из мантии? Все эти модели рассматривают одно родительское тело. Все они с трудом объясняют недостаток оливина в мантии. Вассон и Рубин в 1985 году предложили, что мезосидериты были образованы при столкновении крупного тела с почти обнаженным металлическим ядром, с базальтовой корой гораздо более крупного астероида. Эта модель позволяет избежать проблемы отсутствия оливина, потому что нам не надо проникать в оливиновую мантию в мишени. В улучшенных моделях у тела ударника металлическое ядро в значительной степени расплавлено. И именно этой модели происхождения мезосидеритов я и придерживаюсь. Здесь на схеме у нас относительно мишени небольшой ударник. В реальности он достаточно крупный. В веществе этого ударника преобладает еще расплавленное металлическое никелистое железо. Событие происходит в ранней истории Солнечной системы, до того, как металлическое ядро смогло значительно кристаллизоваться. По сути, это будет выбитое ядро в результате какого-то разрушения исходно дифференцированного астероида. У более крупного дифференцированного астероида мишени уже есть затвердевшая базальтовая кора, частично расплавленная мантия, обогащенная оливином, и по большей мере расплавленное железоникелевое ядро. Опять же речь идет о ранней Солнечной системе, еще до того времени, когда произошла значительная кристаллизация железных ядер. Предполагается, что один из ранее продифференцировавших астероидов был разрушен, и осколок ядра этого астероида совершил столкновение с какой-то умеренной скоростью с базальтовой корой этого дифференцированного астероида мишени, выбросив мезосидеритовое вещество. Окей, на этом у меня для вас на сегодня все. Спасибо всем за просмотр. Всем большое спасибо.